Возникновение копростаза или запора у кошек и собак может происходить по многим причинам. В первую очередь требуется оценить тот рацион, который животные употребляют. То есть корма должны содержать достаточное количество волокон или клетчатки. Обеспечение достаточным объемом обеспечивает также регулярное опорожнение кишечника. Если корма содержит в большей степени белковые компоненты и лишены волокон, то нередко возникают проблемы, связанные с запорами. Также для собак, которые кормятся дополнительно костями, запоры бывают регулярно. Соответственно, единственным способом корректировки является устранение из рациона данного компонента. Дополнительно улучшает работу кишечника обеспечение животным достаточным объемом жидкости. Если животное теряет жидкость либо при высоких нагрузках, либо не получает достаточно с рационом, то фекальные массы достаточно быстро обезвоживаются в кишечнике, что затрудняет процесс эвакуации. И мы в результате наблюдаем эффект копростаза. Должна заметить, что регулярность опорожнения кишечника для каждого животного может быть весьма индивидуальна, но считается, что допустимо опорожнение кишечника до 3 раз в условиях содержания на кормах фабричных, и возможно, скажем, нормой считать опорожнение кишечника для кошки через день, если она содержится на кормах только с использованием мясных компонентов с небольшим количеством клетчатки. Это речь идет о натуральном рационе. Считается, что применение дополнительных включений масел обеспечивает более комфортную дефекацию, но, к сожалению, это бывает не для всех актуально, и переизбыток растительных масел может спровоцировать негативные последствия в виде диареи или развития перегрузки поджелудочной железы. Это, конечно, в большей степени актуально для собак, однако растительные компоненты должны быть четко нормированы и использовать в качестве профилактики выпаивание оливкового или подсолнечного масла для улучшения дефекации все-таки имеет некоторые последствия, лучше этого не допускать. Профилактировать запор также можно регулярными прогулками, потому что чем больше животное двигается, в основном это касается, конечно, собак, тем больше и интенсивно кровоснабжаются органы брюшной полости, и сокращение кишечника происходит более регулярно. Ну, собственно, должна заметить, что количество употребляемого рациона также должно соответствовать нормам, и животное должно строго контролироваться на избытке веса, так как замечено, что чем более тучное животное, тем кратность опорожнения кишечника становится меньше. И позаботьтесь о весе животного, вы будете профилактировать периодические проблемы, связанные с дефекацией.